В общем, ребят, мотоблок DTZ 470BN. Это легкий мотоблок. Весит он около 80 килограмм со всем навесным. Ну, может, чуть больше, может, чуть меньше. Ну, в общем, я это специально говорю для того, чтобы все понимали, что это не средний мотоблок и не тяжелый. Поэтому сравнивать с чем-то, ну, я не думаю. Потому что мне там, когда я снял видео одно, мне начали писать, что типа, как это без окучников-то, я все время окучиваю. А вы мне покажите хоть одно видео первого окучивания картошки, вот допустим, именно вот этими вот дисковыми окучниками. Мне очень интересно, чтобы легкий, даже средний мотоблок первый проход сделал именно дисковыми окучниками. Вот я попробовал, вот смотрите, что у меня получается. Канавки херня, вот. Земля более-менее мягкая. И он у меня сразу пошел в сторону. Да, может быть здесь грунт тверже, чем вот там вот, может быть. Но уже из опыта я скажу то же самое. То есть, ну, он постоянно его заваливает. Либо в одну, либо в другую сторону идти невозможно. Я так думаю, что надо сейчас поставить обыкновенный окучник, такого плугового типа, пройти середину. И вот тогда, когда он уже будет в середине, то есть середина пройдена, тогда уже можно проходиться вот этими вот дисковыми окучниками. Раньше, ну, я не знаю, не имеет смысла. Но вот сейчас я поставлю плуг, пройдусь, и потом еще раз посмотрим, можно ли потом еще пройтись этими дисковыми окучниками. Итак, смотрим. Я уже поставил окучник простой. Здесь настроил, в общем, где-то на третью. Поставил на полную, получилась фигня. Ну вот, прошел на полной 2 рядка. Вот, в сторону вело. В общем, вот этот третий я прошел на это самое, как его, на том, что сейчас поставил. Снял я свои грунтозацепы. Дело в том, что я шел по междурядью. Вот, если обратите внимание, да, междурядье у меня где-то 80 сантиметров расстояние. Поэтому с грунтозацепами оно не это самое, как его, широкие сильно. Или надо было разбирать эту всю конструкцию и делать заново. Ну, в общем, сейчас я покажу, как это все делается элементарно. Я его практически не толкаю. Он идет как по маслу. Ну, земля еще плюс неплохая, такая нормальная. Ну, а потом поставлю грунтозацепы, поставлю эти дисковые окучники и попробую еще раз это все дело пройтись, но уже с грунтозацепами и по вот этой вот колее. Может, что-то поменяется. Ну, хотя я в этом тоже мало уверен. Видим, у нас немножко дождь пошел. Но сейчас будем пробовать. Так, смотрите, у меня осталось тут 2 рядка и один рядок вот такой. Вот здесь я просил свою жену сделать, 80 сантиметров. Она, конечно же, так меня и послушала и сделала 30. Ну ничего, у меня есть одна фишка, благодаря которой я могу такую эту пройти, потом покажу. Ну а сейчас покажу, как проходится вот такой вот рядок, как она окучивает. Снимай.
Главное, не спеша. Вот так, рядок вроде бы не сильно ровный, но в принципе неплохо получается. Даже если тяпкой потом пройти, ничего страшного с вами не будет. Ну, я сейчас попробую еще дисками пройти. Ну, а вот здесь, сейчас я колеса переставлю другой стороной, сейчас я это все покажу. И можно будет пройти участок шириной где-то 40-50 сантиметров благодаря этому. И немножко я сужу вот этот вот окучник. То есть на самый минимум его поставлю. Ну, сейчас я это все сделаю и будем смотреть. Так, смотрите, здесь я ставлю на самый минимум почти. Так, стоп. Это-то я поставил, а нижнюю нет. Вот так. Вот так. И вот так. То есть, чтобы не так широко идти. Потому что меня не слушает. Ну ладно. Ну повозмущаться надо. Как же без этого. Ну, все, тут закрутим. Потом. А вот здесь сейчас самое главное покажу. Что надо делать. Так. Снимаем. Здесь мы одеваем перчатки. Вот тут. Берем вот это вот колесо. И вот смотрите, видите, у меня здесь отверстие. Вот оно. То есть я его поворачиваю вот таким вот макаром. И оно у меня практически вплотную к мотоблоку. Это сделано для того отверстия, чтобы можно было не только окучивать, вообще, чтобы пропалывать дальше. Ну и все, в принципе. А дальше уже все. Все на этом. Выключить? Не, вот сейчас начнем. Ну потом отрежешь. Да.
Ну что, поехали. Вот этот вот участок сейчас попробуем. Прекрасно. Ну, конечно, это Тяжелее. Да? не то, что тяжелее, но надо делать как правильно. Не жалеть землю. Ты кричишь, что тебе мало. Не Вот затоп... видишь, он заваливается. Да, да. Устойчивость никак. Может, не надо, давай там вручную. Да нет. Горох жалко. Когда пропалывается, тут пропольник вообще стоит, когда колеса на таком этом, стоит пропольник. Когда пропалывается, мотоблок не заваливается практически. А здесь сейчас сами видите, шел туда-сюда, потому что колеса слишком близко друг к другу. Но делать уже нечего было, поэтому так получилось. Ну что, сейчас буду ставить окучники дисковые. И пробовать еще дисковыми окучниками. Что у нас получится. Выключаем. Так, ребят, вот смотрите. Я его сейчас завел на картошку, да. Ну, первое, что. В колею он совершенно не попадает. Окучники даже, вернее, не окучники, а грунтозацепы вообще рядом с колеей не становятся. Это сантиметров на 20 их надо расширять, чтобы они у меня вошли в колею. Либо надо просто тупо, ну как, я не знаю, меньше расстояния между рядками делать. Ну, у меня и так тут 80 сантиметров. Ну, некоторые по 60 делают, по 50. Ну, я не приверженец таких расстояний, потому что надо землю брать где-то, надо ее хорошо нагортать. А брать ее надо именно с междурядья. Вот. Ну, как, расширил немножко вот эти вот диски. В общем, что я скажу? Ну, блин, в общем, какая... Ерунда это все. Если у вас легкий мотоблок, если у вас вот такое вот расстояние между не можете увеличить, то я не думаю, что он поможет. Да, там показывают, но показывают уже там по ровным грядкам идут, там ровные канавочки, все четенько, все хорошо. А когда вы в первый раз это делаете, то тут это все сложно. А ну-ка, держи. Да, тут надо прямо рассчитывать все, чтобы канавка у вас междурядье было одинаковое, чтобы там по линейке все это делалось и так далее. Ну, сейчас вот попробую, я еще не начинал, в принципе, но я уже вижу, что это фигня.
Вот, потихоньку на первой скорости, как там показывает. Он уже сваливается. Не буду я портить листки. Так, ребята, ну, в общем, вы сами, в принципе, все видели. Просто завалило на бок, и все, и он попер не в ту сторону, не туда, куда надо, и так далее. В общем, это фигня. Ну, я не знаю, для легких мотоблоков это 100% оно не подходит. Да, там показывают уже готовые варианты, когда эти все ровненькое, все это подгорнутое, ну, тяпочкой подгорнули, а потом окучником проходят и говорят, да вот какие мы молодцы. Или трактором сделали. Для трактора такой дисковый окучник, конечно, это классно. Для тяжелого мотоблока классно. Для среднего, наверное, тоже классно. А для легкого мотоблока, ну, не подходит это все дело. В общем, если что, простой окучник, под него можно вон и помидорчики сажать, и перчик сажать, и капусту сажать, и картошку сажать. В общем, все можно делать. Ну, а грунтозацепы, ну, я не знаю. Я вот их достал, они у меня прошлый год полностью провалялись в сарае. Но я, в принципе, всю работу выполнял обыкновенными колесами, вот такими вот. И ничего, не хуже справлялась, чем те же грунтозацепы. Ну, сейчас и грунтозацепами показал, что попробовал пройтись, не получилось нифига. И показал, что той же колесами то же самое. Ну, я так скажу, есть основные такие вещи, это колеса и окучник для мотоблока, и фрезы. В принципе, я так думаю, что больше ничего на легкий мотоблок докупать и не надо. Та же картофелокопалка, ну вот я попытаюсь ее залито переделать, может что-то получится. Ну на этом все. Всем пока, до новых встреч.